привет! Это начало моего нового влога. В прошлом году я снимала вам одно видео с поездки домой. В этом году у меня их будет много, потому что домой я лечу почти на 3 месяца. Первый раз я лечу на такой большой срок домой за все то время, пока я нахожусь в Канаде. Четверг был мой последний день на работе. Это снова был очень-очень такой грустный день. Для меня, в принципе, вся неделя была грустная. Я почти каждый день плачу, потому что каждый день я прощаюсь с разными людьми. Сегодня я попрощалась с дядей Жорой, с Машей, с Марком. Он меня отвез в аэропорт. Мне кажется, у меня до сих пор нет осознания того, что я лечу домой. У меня до конца его не было. У меня не было осознания того, что я заканчиваю работать, потому что я так привыкла ходить на работу, так привыкла к людям. До сих пор мне не верится, что я лечу домой и что я перестала работать. Мне просто кажется, что мне постоянно надо чем-то заниматься, и работа была вот тем самым занятием для меня. Но я знаю, что сейчас у меня будут очень-очень занятые каникулы в Казахстане. Видео «Каникулы в Казахстане». Знаете, почему я так надолго лечу домой? Потому что я взяла семестр off, то есть я взяла семестр, который я не учусь, летний семестр. Вообще можно учиться весь год, 3 семестра. Я взяла выходной на этот год, на этот летний семестр, так что я вдоволь наслажусь временем с семьей и с друзьями. У меня есть такая в голове картинка, как будут проходить мои каникулы, но, скорее всего, это будет намного насыщеннее, чем я себе даже представляю. Так что мои влоги будут интересными, продолжайте меня смотреть. Я вам год назад снимала видео, как я лечу домой, и я снова лечу домой. Знаете, мне так тяжело было собирать чемоданы в этом году. То есть в прошлом году я летела, у меня был с собой большой чемодан, и внутри большого чемодана у меня был мой маленький чемодан, который я вожу в ручной кладе, потому что я летела просто пустая. У меня практически не было с собой вещей, потому что 2 недели я везу только подарки и с каких-то несколько вещей своих. В этом году я везу несколько своих вещей, может быть, побольше, потому что в этот раз я лечу почти на 3 месяца, и подарки. В том-то и дело, что у меня все поместилось, у меня даже место оставалось, у меня по килограммам, по весу не проходило ничего. Выложила так много вещей, я выложила половину подарков. И то, что маме везла, часть подарка мне пришлось выложить. Сиропы, я выложила несколько сиропов, шоколад. Я много чего выложила. Мне пришлось, знаете, многим пожертвовать. Все? Окей. Я всегда боюсь, что в этих штуках, в этих объявлениях назовут мое имя. Вообще домой я должна была лететь 10 мая, то есть вчера, сегодня 11 мая. Женщина меня сбила, сейчас не помню, о чем я вам говорила. О чем я вам вообще говорила? Я вам говорила, что я должна была лететь 10 мая, но из-за того, что мне передвинули перелет, то есть я сейчас лечу обычным своим рейсом, я лечу до Франкфурта, Алмата, в Алмате я жду ночь, день, и на следующий день лечу в Уральск. Перенесли рейс, знаете, его не отложили, а его, наоборот, перенесли раньше, с Франкфурта в Алмату. У меня, получается, никакой стыковки не было, на 1 день отложила мой полет. А еще, знаете, тоже Air Astana в Казахстане, у них раньше были перелеты утром, сейчас они их сделали вечером, и то есть мне пришлось менять практически все билеты, все 3 билета, которые у меня были, у меня сейчас новые билеты. С одной стороны, все, что не делается, все к лучшему, потому что это дало мне 1 день, свободный день подготовиться, потому что мой последний день на работе был в четверг, то есть в пятницу у меня был выходной, и сегодня я лечу. И Марка не видела 2 недели, то есть мы 2 недели назад попрощались, и его отправили по работе в другой город, и он приехал вчера. То есть, представляете, если бы я улетела вчера, я бы с ним так и не увиделась. Это мне перенесли полет. Я улетаю в субботу. Он приехал вчера, и это дало нам 2 дня. Сейчас зашла в Duty Free. Он, кстати, в этом году как-то по-другому выглядел, каким-то недостроенным и странным. И я купила духи, потому что мне пришлось оставить свои духи дома, потому что они тяжелые, баночка тяжелая, они все равно заканчивались. Я купила точно такие же, только маленькие. Я купила еще одни новые. Я купила вот такие вот Saint-Laurent, купила вот такие вот Dior. Первый перелет у меня 9 часов 40 минут, второй 7 часов 20 минут, по-моему. А там меня встречает Аминат. Я уже, наверное, выдохну немножечко, потому что я буду уже в Казахстане, и мне будет намного спокойнее. На этом все. Мы с вами увидимся в Германии. Наверное, ненадолго. Я просто вам скажу здравствуйте, скажу, что все хорошо. И
и полечу в Казахстан. И увидимся в Казахстане. Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague. Как я вам и обещала. Здравствуйте, все хорошо. Я в Германии. Я, мне кажется, немножечко потерялась, потому что обычно, когда я прилетаю в Германию, тут надо прям искать свой гейт, потому что это огромный аэропорт, но в этот раз, мне кажется, мне ничего не пришлось искать. И я уже подхожу к своему выходу. Очень странно, но удобно. Всем привет! Я в Казахстане. Я вчера ночью прилетела, получила багаж, прошла все паспортные контроли, меня встретила Аминат. Аминат первый человек, которого я встретила в Казахстане. Родной, знакомый. Я легенда. Это единственный человек, которого я встретила. Выживший единственный. Да. Получается, отдохнули. Мы вчера разговаривали, наверное, до 3 часов ночи. Да, мы легли в 3 часа ночи. Сегодня я проснулась в 6, потому что у меня мои биологические часы никак не придут в норму. Вот, и в 9 часов мы выехали. Аминат меня повезла на Лидео, да. Мы будем сейчас подниматься по лестницам. Вот, здоровый образ жизни. Да, вы видите, какие зожницы? Вот. Я ни разу здесь не была. Да я в Алмате, в принципе. Нигде не была. Да, я вообще нигде не была. Она говорит, нет, я хочу обиделась. Да, Аминат обиделась, что я приезжаю всего на вот 1 день. Пока Вон, у ты меня видишь? пересадка. Вот это вся лестница. Вот, и она еще выше идет? Да, выше. Я вам сейчас покажу. Да, вот. О, боже мой. Сейчас мы идем на эту лестницу. Аминат говорит, что это должно занять где-то час, подняться наверх. Плюс час мы покушаем. Да, спустимся. А Потому что, да, вечером у меня уже самолет. В 7 часов вечера я улетаю. В 5 мне надо быть уже в аэропорту. Просто вот так.
Буду показывать вам алматинские красоты. Лошади? Видишь? No. Они не двигаются. Вот это двигается. О, подожди, они настоящие. Все дальше очень удобно, кстати, что вот на каждом тренажерке есть вот эти вот островки, где можно просто отдохнуть и посидеть. Да! Не надо, пожалуйста! Блин, боже мой, ты вчера Аминат. Они сейчас в домашнем, в чем попало? Мы с Аминат уже дошли до того места. Горельни? Да, пика Горельни, это место, которое она мне рассказывала. Какая красота! То есть мы прошли вот эти вот лестницы, и знаете, вот именно до самой вершины вот этой лестницы мы остановились посидеть, и мы, наверное, там провели, ну, как минимум, минут 15-30, да. Мы там сидели и думали, что нам еще идти столько же, а нам осталось пройти буквально 3 минуты. Мы поднялись и увидели такую красоту, вы это все, наверное, уже видели. Сейчас мы зашли покушать, мы взяли сырники. Я так давно не ела сырники. У нас, в принципе, в Канаде творога, мне кажется, нигде не достать, но если достать, то мало где. Вот, так что мы взяли сырники со сметаной, какой-то джем, по-моему. Малиновый джем, да. И я взяла чай и малиновый, и Аминат взяла себе латте. Так что сейчас мы посидим, покушаем и пойдем обратно. А мы еще заедем за сладкое. Да, мы еще в город поедем. Это мадама забыла, что такое казахский язык. Я забыла, я помню определенные слова. Предложение я точно уже составить не смогу. Окей, Вот что значит не живешь в Казахстане. читать я прочитаю. Сколько? 3 года. В августе будет 3 года. Ты что вся такая домашняя и красивая. Она меня снимает. Смотрите на нее. Я знаете, почему в кепке? У меня голова грязная. Я да, вчера, 2 дня в знаете, какая я самолете. красивая пришла. Вчера, о боже мой, вам надо было видеть, она просто длинная леопардовая юбка. Единственный человек, мне кажется, на котором леопард шикарно смотрится. Я когда в ней на работу пошла, мне мои коллеги сказали, ты что, свою натуру вытаскиваешь, да, уже в одежду? Я сказала, да. Кошка. Мяу. Какой у тебя будет красивая накидка. Это абайка, не знаю. А байка, боже мой, она вся такая расшитая. Боже мой, вот эти вот золотые элементы. Я так жалею, что не сняла вчера, не надо.